Здравствуйте, уважаемые магистранты! Тема сегодняшнего занятия – самостоятельная работа магистрантов с преподавателями. Тема занятия – основные принципы реализации метода конечных элементов САПР. Данная самостоятельная работа магистранта с преподавателем проводится в рамках дисциплины методы анализа и синтеза проектных решений. Данная дисциплина читается на кафедре информационной технологии и безопасность Карагандинского технического университета для магистрантов специальности вычислительная техника и программное обеспечение. Преподаватель – доцент кафедры информационной технологии и безопасность, кандидат технических наук Даненова Гульмира Тулендиевна. Уважаемые магистранты, прежде чем мы с вами начнем выполнять самостоятельную работу, необходимо определиться с целью работы и необходимым оборудованием. Еще раз напомню, тема CPMП – основные принципы реализации метода конечных элементов САПР. Приступим к выполнению данной работы. Цель работы – изучить и проанализировать методику решения задач микроуровня с помощью программного комплекса ANSYS. Оборудование – это будет персональный компьютер, а также программный комплекс ANSYS. Вам необходимо выполнить автоматизированный анализ напряженно деформированного состояния при нагрузке 100 мегапаскаль с определением наиболее нагруженных участков и оценкой величины коэффициента концентрации напряжения. Основные задачи – это препроцессорная подготовка, управление работой решателя и постпроцессорная обработка результатов. Как мы с вами говорили на предыдущих лабораторных занятиях, а также на лекциях, что пакеты конечного элементного анализа предлагают решение ряда задач, таких как статистический анализ, динамический анализ, нелинейный анализ, анализ теплопроводности, оптимизации, анализ усталости. Существует ряд программных комплексов, в теоретической основе которых лежит метод конечных элементов. Вот на своих слайдах вы видите эти названия данных программных комплексов, в основе которого лежит метод конечных элементов. ANSYS, Патран, Настран, Фатикю. Все это программные комплексы конечно-элементного анализа. Также мы с вами говорили о том, что существуют разные типы конечных элементов. На своих слайдах вы видите двумерные конечные элементы в виде треугольника, прямоугольника. Это симплекс элемент у нас. Этот элемент у нас второго порядка, потому что дуга, она еще состоит из промежуточной точки. Здесь просто плохо отсвечивает. Это трехугольный элемент второго порядка, а здесь должен был быть треугольный элемент первого порядка. Также есть трехмерные конечные элементы. Есть симплекс конечные элементы, а есть второго порядка. Конечный элементный анализ состоит из начальной подготовки, то есть препроцессорной подготовки. Мы должны с вами определиться с расчетной схемой, с типом конечного элемента,
подготовить область решения, задать ее в ансисе, определить тип конечного элемента, свойства материала и разбить область на конечные элементы. На этапе получения решения нам необходимо задать граничные условия и выполнить решение. Следующий этап – это этап обработки результатов моделирования, этап постпроцессорной обработки. Здесь мы с вами анализируем результаты, которые мы получили. Можем задать их как в графическом виде, так и в текстовом, получить их. Препроцессорная подготовка. Что сюда входит? Это создание модели изделий, создание сеточной модели, контроль качества сеточной модели, определение данных и ограничений. Далее мы с вами переходим от геометрической модели к сеточной модели, то есть строим конечно-элементную модель. Мы ее можем строить различными методами. Также мы говорили, что мы можем, вот мы с вами разбирали задачу на лабораторных работах, мы говорили с вами, что размер конечного элемента вблизи неровности берется меньше, чем когда у нас идут прямые границы. Также мы с вами должны определить данные и их ограничения, то есть типы элементов, свойства материала, параметры узлов, нагрузок, граничные условия. Также мы с вами должны определить, задать свойства материала. Вот здесь вы видите модуль упругости и коэффициент Пуассона. Следующая у нас задача – это управление процессом решателя. Полученные результаты будут визуализированы в окне данных. Предельные значения результата будут показаны в области выходных данных протокола анализа. Решатель сформирует текстовый файл выходных данных, который может открываться любым текстовым редактором. Постпроцессорная обработка результатов. Это графическое представление значений результатов. Анимация любого из графических режимов. Листинг результатов. Интерактивное окно с числовыми результатами. На экранах вы видите, как можно получить купюру напряжения в графическом виде. Ваша задача. Вот вам задана постановка задач. Необходимо выполнить автоматизированный анализ напряженно-деформированного состояния при нагрузке 100 мегапаскаль с определением наиболее нагруженных участков и оценкой величины коэффициента концентрации напряжения. Также вам заданы свойства материала. Далее вы должны ответить на следующие вопросы. Сколько способов построения модели существует? Как влияет размер конечного элемента на результаты расчета и почему? Какие операции можно выполнить с графическими объектами в программе ANSYS? Какие основные процедуры выполняются на этапе препроцессора? Какие основные процедуры выполняются на этапе процессора и постпроцессора? Прежде чем мы приступим к работе, мне бы хотелось тоже вам показать небольшой видеофильм о работе в ANSYS. Сейчас мы с вами рассмотрим один видеопример, который разработан JDeep. Называется «Analysis of Plate and ANSYS Mechanical Symmetry Expansion». Данный пример проиллюстрирует наглядно расчет напряженно-деформированного состояния пластины с вырезом. Приступим к
Просмотрим. Hello friends, I'm Jaideep Deshpande and I welcome you back to my channel. Today we are going to analyze a plate which has symmetric features in ANSYS mechanical APDL. We have a square plate of 500 mm length and we have a 200 mm diameter drill at exact center of the plate. We are applying a 1000 Newton compressive force on both the sides, and now we are going to analyze the system in ANSYS. The problem in this case would be the computation time would be more if you analyze the entire plate, and it will get reduced by 1/4 if you just analyze the quarter that I've marked over here. So we are going to break down the entire plate into a quarter and then expand the quarter to obtain the results for the plate. So let's begin. We'll start with usual picking up the element. So for this we are going to use plane element which can be found in solid. So first is quad 4 node 182, that element we are going to use. This element does not require any real constant, so we are going to skip this step and move to materials. The material is steel, so go to steel, linear, elastic, isotropic. We are going to follow our regular Newton second system. So the value Poisson's 0.3 and Young's modulus is inserted and close this window. In this case, we are going to create areas and then mesh the areas to obtain nodes and elements. So first we'll begin with creating the first quarter or the right quarter of the plate. So go to areas, rectangle, by dimensions. So the bottom corner is going to be origin. So first coordinate is 0, 0 and the next coordinate is 250, 250. So that will create the quarter. To create the hole, we are first going to create a solid hole and then subtract it. So to create a solid hole, go to circle, solid circle. It is at the origin as the center and with a radius of 100 mm. So click OK, you have it over here. Now to create the hole, we are going to subtract the circle from this area or the square. So to do that, go to operate, go to booleans, go to subtract areas. From this area, you have to subtract this area. So click on OK and you have the quarter ready with you. Now we'll go and mesh this. To mesh this, first we'll have to see what mesh would look good. The mesh has to originate from this curve, since we are going to fix this curve, and it has to uniformly pass to these two edges. We don't want any of the mesh going from this bottom edge to this vertical edge, since these are going to be the symmetrical edges. So to do that, first we'll have to concatenate these two lines. So the mesh will originate from this curve and merge into these two edges. Now we'll mesh it, go to mesh tool. Since we have mapped it, go to map and click on mesh, click on area and click on OK. So it will mesh it. The mesh is not so good. To make the mesh more good, go to refine at nodes, refine, and here you have to pick all. So here you can select the intensity. I'll go with 2 and click on OK. So now I have a nice mesh over here. So now let's move on to the boundary conditions. Go to loads, define loads, apply, and first we'll go with displacement. We'll first fix this curve. So we'll begin with picking on lines. We'll pick this line, click OK, and we'll fix it with setting 0 value for all degrees of freedom. Here one important point we have to note is that the vertical edge and the horizontal bottom edge, we have to have a symmetry with respect to these two edges. So how we are going to do that? So to do that, we have an option over here of symmetry boundary condition, symmetry BC. So go to that and select on lines, select these two lines and click on OK. As soon as you do that, you can notice one S appearing over there, which tells you that symmetric condition has been applied. Now we'll apply the force. To apply the force, click on nodes. To apply the force on entire edge or entire length, we have to select box over here. Start with this, say this point, and drag your mouse down.
So it will select all the loads in that box and click on OK. The value is 1000 Newton compressor. So we have to add a minus sign over here and click on OK. So our force is applied, our system is ready to be solved. Now go to solution, solve, current load step and click on OK. Our solution is done. So before we actually see the results, first let's expand the geometry. To expand the geometry, go to plot controls, go to style, go to symmetry expansion, and you have to select the first option, that is periodic or cyclic symmetry. Since we have drawn the quarter, select the first option, click on OK. So now here you can see the entire plate. Now let's view the results. Go to post processing, go to plot results, contour plot, nodal solution, and we'll view, say, displacement vector sum. Click on OK. So here you have the results. If you forget to set the symmetry boundary condition, you are going to observe a tearing along this edge, and you are going to see some overlap along this vertical edge. So it is at most necessary to break down your entire geometry into symmetric equal parts and then expand the symmetry by applying the symmetric boundary condition and geometry expansion. If you have any doubts, feel free. Мы просмотрели с вами сейчас видеопример исследования напряженно-деформированного состояния пластины с вырезом. Мы рассмотрели 1/4 часть, потом применили условия симметрии, и вы видите на своих экранах полную пластину. Вы получили задание, которое необходимо выполнить вам для самостоятельной работы. Также вы получили методические указания для выполнения заданной самостоятельной работы, а также мы просмотрели с вами видеопример о том, как выполняется расчет напряженно-деформированного состояния объектов на микроуровне. Хотелось бы вам напомнить о правилах отчетности студента при сдаче самостоятельной работы. Вам необходимо сдавать самостоятельную работу студента с преподавателем непосредственно защитой. То есть сдача СРСП заключается в выполнении приведенных заданий и защите работы в аудитории. Также вам необходимо составить отчет. Содержание отчета – это наименование, цель и задание к самостоятельной работе студента с преподавателем, а также результаты выполнения задания. Рекомендуемая литература – это Нургужин-Данинова, моделирование системы комплексов, учебник для студентов и магистрантов, 2018 год, Дворецкий, моделирование систем, учебник для студентов вузов по специальности автоматизация технологических процессов и производств, 2015 год, Советов, моделирование систем, учебник для академического бакалавриата. Также я вам прикрепила ссылку на пример, который мы с вами рассмотрели на лекции. Задания вами получены, методические указания есть, все необходимые дополнительные материалы у вас прикреплены из универа. Приступаем к заданию, к выполнению работы. Приступаем к выполнению СРСП.